Всем привет! Мне кажется, что каждая рукодельница, тот человек, который занимается творчеством, у него есть свой рабочий стол, очень хочет, чтобы на столе были те предметы, которым будет очень удобно пользоваться. Так сказать, организация рабочего места. Для себя я сделала несколько таких изделий и хочу сегодня поделиться ими с вами. Поэтому, если вам интересно, оставайтесь со мной. Первое, что я буду делать, это подставку для ножниц. По высоте моя подставка будет 10 сантиметров. Отмеряю 10 сантиметров, и по размеру у меня сам брус 7 на 7 сантиметров. Но он не идеально ровный. Можно распилить как обычной пилой, также и на станке. Но то, что он не идеально ровный, меня это совершенно не пугает. Придется еще со всех сторон все хорошенько зачистить, чтобы брусок был ровный. И так как у меня с одной стороны пошел скол, я это все склеиваю при помощи ПВА клея. Зажимаю струбциной, и на верхней части я намечаю места, где я буду делать отверстия, чтобы туда вставлять ножницы. И с помощью толстого сверла делаю отверстия на нужную мне высоту. У меня, конечно, они не получились идеально ровными, потому что я постоянно заваливала сверло в сторону, но в готовой работе это не видно. Ножницы стоят удобно, поэтому все хорошо. Свою подставку я сделала для 5 ножниц. Теперь остается декор. Я буду красить лазурью. Это у меня цвет палисандр. Можно покрыть морилкой или покрасить интересно акриловыми красками. Сам декор. Изначально я на своей подставке сделала буковку А при помощи акриловых красок, но передумала, так как мне пришел с Алиэкспресс вот такой молд шишек. Буду использовать самозатвердевающую массу, отпечатываю шишку и приклеиваю на ПВА клей сверху. После чего немножечко тонирую, чтобы все выглядело как-то более живо и, наверное, даже я состарила, делая это при помощи акварельных красок. Оставила просохнуть, и все. Таким очень простым способом у меня получилась подставка для моих маленьких ножниц. Также я туда ставлю не только ножницы, а когда в работе использую проволоку, нарезаю на мелкие части, тоже использую ее. Тот, кто наблюдает за моим влоговым каналом, да, у меня есть влоговый канал, ссылочка есть в описании, я люблю вышивать. Поэтому для тех вышивок, которые я не оформляю на данный момент в рамы, я решила сделать, как назвать, органайзер, не знаю, как правильно называется, Такое я видела именно у вышивальщиц. Беру обычную хлопковую ткань, я вырезала два прямоугольника размером 50 на 60 сантиметров, и еще из этой же ткани делаю полоски, чтобы сделать завязки. По длине получается тоже 60 сантиметров. Делаю таких 2 заготовки. Теперь нужно будет это все между собой сшить. Складываю лицевыми сторонами вовнутрь. И чтобы мое, я буду называть одеяло, было мягким, также понадобится еще и синтепон. Ткань я складываю лицевыми сторонами вовнутрь, затем прикладываю сверху на синтепон и прикалываю все булавками. После чего буду прошивать. Чтобы сделать саму завязку, я просто складываю ткань лицевыми сторонами внутрь и делаю строчку, после чего нужно будет вывернуть и отутюжить. Разрезала их на 2 части, получилось 4 завязки. Углы я скругляла, чтобы они были более красивыми и при выворачивании не было утолщений. Срезаю лишнее, и само покрывало я сшила с 3 сторон. С 2 сторон сшила полностью, а с одной стороны оставила место для выворачивания. А вот та сторона 50 сантиметров, которую я не сшивала вообще, туда будем вшивать завязки. Выворачиваю каждую завязочку, выпрямляя все уголочки и отутюживаю.
Теперь по 2 завязки на расстояние 10 сантиметров с каждой стороны я прикалываю булавками, вставляя их именно между 2 слоями хлопковой ткани. И теперь полностью прошиваем. Все прошили, не забыли, что у нас есть место для выворачивания. Выворачиваем и хорошо разглаживаем все углы. Можно, конечно же, оставить и так. Просто зашиваем место там, где мы все выворачивали, и все. Я же решила добавить сверху рисунок и буду делать декоративные строчки. При помощи разных линеек, тарелок, чего угодно можно сделать рисунок. Рисовала я ручкой, которая убирается при помощи утюга. Можно использовать мел для шитья. И просто поверху аккуратненько делала декоративную строчку. У нас получится стеганое одеяло. Вот что уже получается. Остается немножечко это все отпарить, и все. Можно там хранить свои вышивки. Единственное, я на видео вам показывала, как я скручивала вышивки лицевой стороной вверх, но их нужно прикладывать именно лицевой стороной вниз. При хранении вышивок у нас не заламывается ткань и ниточки не растягиваются. У меня есть вот такой конверт. Это конверт из фанеры. Можно, конечно же, такие же использовать для своих композиций. Я обычно там храню какие-то записочки, бумажечки, конвертики, также свои открытки от подписчиц. И я решила его покрасить, потому что не нравилось мне, что он очень простой. Я решила сделать имитацию металлического ящика. Беру акриловые краски и смешиваю белый с черным цветом, чтобы получился серый. И полностью покрываю свою заготовку. После первого слоя я делаю краску чуть более светлого оттенка и наношу ее при помощи салфетки. Также в краску добавляю немножко воды, чтобы полупрозрачная. Светлый цвет просох, а теперь делаю еще на тон темнее основного и точно так же салфеткой наношу на свой ящик. Каждый слой я оставляю просохнуть. Ну и последний слой. Это серебряная краска. У меня нету обычной акриловой краски, но есть краска в баллоне. И точно так же с помощью салфетки я наношу. На видео сразу ничего не видно, потому что камера не передает именно тот самый эффект, когда нету нужного освещения. Но, ворочая свою заготовку, можно видеть, что теперь она начинает блестеть. Выглядит это все на самом деле очень красиво. Немножечко я сделаю такой, как ржавчины, наверное, так сказать. Я беру коричневую и черную краску, слегка смешу, потому что мне не хотелось, чтобы коричневый был слишком рыжий. И сухой кистью прохожусь по углам. Делайте не очень сильно, чтобы не переборщить.
Сверху я хочу сделать какую-нибудь картинку и буду делать из того, что у меня есть. Как-то я, по-моему, показывала этот способ, и у меня осталась картинка, сверху которой нанесен был лак. Лак у меня был нанесен в 2 слоя с очень сильной просушкой. Теперь я просто переворачиваю картинку и сверху буду скатывать всю бумагу. Я хочу из этой картинки использовать только надпись. Картинка у меня была распечатанная на лазерном принтере. Не знаю, кстати, по поводу струйного, сработает это или нет. Но мой слой лака был слишком толстым, поэтому слегка было его видно на изделии. Наклеиваю я все на ПВА клей. И постепенно со всех сторон я тонирую, чтобы картинка, так сказать, впечаталась и не было видно границ. Остается покрыть свой ящик акриловым лаком, и на этом все. Ящиком можно пользоваться. Но на этом все. Я думаю, что в дальнейшем я буду делать что-то подобное, потому что я постоянно пытаюсь что-то где-то сделать, чтобы мне было удобнее хранить, а не вот так, как сейчас это на заднем плане, потому что сначала ты это организовываешь, потом тебе чего-то не хватает, и в итоге бардак. Поэтому будем постепенно все это организовывать и буду показывать, как я это делаю. Но если вам было интересным и полезно это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, и мы увидимся с вами уже в следующем видео. До новых встреч, пока-пока!